Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Встретите ли вы свою любовь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим. Что же у вас происходит? Вот знаете, проигрывается такая ситуация, которую можно назвать абсолютная неопределенность в жизни. Это может проигрываться, связано и с женщиной, и может проигрываться у кого-то с работой. То есть это ситуация, когда вы только разошлись, допустим, либо же уже прошел какой-то срок, но вы все еще в непонятках находитесь, в хаосе. Также это может касаться непонятных таких маневров с работой. Что я имею в виду? Это ситуация, когда вы еще не определились, уходить с работы, не уходить. То есть, знаете, такое вот качели, такие качели в душе, с которыми вам очень трудно разобраться. Это может быть связано и с тем, что, допустим, закрывается предприятие, да, и вы не знаете, что делать, куда бежать, да. Это может быть урезание зарплаты, это могут быть какие-то ухудшения ваших, ну, допустим, функций по работе, да, условий работы. Ну и, конечно же, личная жизнь. Опять же, проиграется у всех по-разному. Я еще раз говорю, это общий расклад, вы это знаете. Поэтому смотрите, у кого как может проиграться, у кого-то может быть два в одном, да, проблемы и в личной жизни, и в работе, и отсюда хаос, да. Вот вы находитесь как будто между небом и землей. Это еще может быть состояние такой, знаете, своего рода невесомости из-за внутренних переживаний. И неважно, с чем это связаны переживания. Работа, либо же финансы, либо личная жизнь. Но вот ваше такое состояние. Вот эта карта повешенного, она очень хорошо говорит, как будто вся жизнь остановилась, да, вот как будто все подвисло. Неопределенность, вы не знаете, как двигаться дальше, да, нет никакой ни мотивации, нет, возможно, даже вот если брать, допустим, работу, может проиграться, что у вас, если вы хотите, думаете переходить, то альтернативы такой вот нет. Нет подходящей вакансии, да? И из-за этого вы не знаете, куда двигаться. И касательно личной жизни, да, вот если брать, допустим, здесь абсолютное затишье, здесь вот почему, да, я почему и уточнила. Здесь подвешенное такое состояние касательно личной жизни, потому что идет обнуляция. Обнуляция жизни, обнуляция отношений, вообще такой переворот на 180 градусов. Это связано с расставанием, да, с разводом. Это связано с потерей любимой женщины, которую вы очень сильно любили, из-за которой у вас сейчас такое вот состояние внутреннее, как я вот описала. Сказать, что вы, допустим, опустились из-за этого, из-за того, что вот вы потеряли женщину, я не могу. У некоторых может проиграться, что иногда вы, ну там может быть с друзьями, приятелями, иногда в рюмочку чая заглядываете. Ну кто-то не только с друзьями, а может быть вечерочком на всю ночку, да. Как говорится, напиться и забыться, но просто это не помогает. Вы понимаете прекрасно, да, вот те, кто из вас так делал, либо же делает сейчас, кому плохо, вот кто находится в такой острой фазе, вы понимаете, что эта рюмка чая, она ведь вас не спасет. Поэтому вы себя, ну, к счастью, вы держите себя в руках, вы не опускаетесь, вы так, ну, иногда можете, да, там, слегонца этим так злоупотребить, но в пределах разумного, потому что, ну, алкоголиком, к счастью, я, ну, никак, я не могу вас назвать. Далее, что еще проигрывается в вашей жизни? Смотрите, здесь, опять же, поскольку общий расклад, ситуация такая. Те из вас, кто уже прошел вот такой вот этап, который я только что описала, да, хаос, непонятки, да, вот вы знаете, что я обычно говорю ситуацию, которая у всех может проиграться по-разному. У кого-то она уже была
У кого-то сейчас, у кого-то это может быть в ближайшем будущем. Просто потому что это общий расклад, вы это прекрасно все знаете. Так смотрите, ребят, те, кто уже, ну, более-менее давний срок ваших расставаний, ваших переживаний, даже вот если это было касательно работы, переживания, этот этап у вас, ну, я так подозреваю, что он уже так остается позади. Вы прошли все-таки это, вы выходите победителем. Вы, вот как я сказала, вы не опустились ниже плинтуса, вы все тяготы жизни вы пережили очень стойко, очень уверенно. Причем я бы даже сказала, что ну, в основном вы в одиночку пережили все. Вот как-то все, что вы переживаете, вы в основном в одиночку переживаете. Да, вы можете посидеть там чисто в компании с друзьями, приятелями, но вот как-то вы особо не посвящаете людей в свои проблемы. Вы переживаете в основном все в себе. Причем здесь такой момент, что на людях вы, ну, по максимуму вы стараетесь быть, ну, может быть, даже веселым, таким непринужденным, да, вот такое легкое поведение, как будто у меня все чики-пики, у меня все в шоколаде, все замечательно, да, а на самом деле в душе кошки скребут. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. То есть вы абсолютно, ну, старайтесь не афишировать то, что вам больно в душе, то, что вам плохо, да, то, что у вас происходит в жизни, знает, ну, очень ограниченный такой круг людей, и это, ну, я думаю, это единицы, может быть, 1-2 человека, и то это не у всех может проиграться, потому что вы, ну, не хотите, чтобы вас жалели, вы не хотите, чтобы вам сочувствовали, да, но это, опять же, это связано еще и с мужской психологией, когда принято считать, что мужчина должен быть сильный, да, мужчины не плачут, мужчина должен держаться в любой ситуации. Опять же, это идет еще, ну, как бы с пеленок, да, когда мальчиков учат, ты не должен плакать, это девочки плачут. Отсюда и вырастают, ну, такие своего рода железные мужчины, которые не делятся своими эмоциями, не делятся переживаниями, а потом, к сожалению, попадают в больницу с инфарктами, с инсультами, с другими проблемами. Просто потому, что все держите вы внутри. Вот такое вот маленькое отступление, да, касательно того, что мужчины все держат, все в себе. Потому что, ну, на мой взгляд, это довольно важный такой момент. Вот как бы вам ни было тяжело, да, вот если у вас есть, ну, я не знаю, у кого как, родственники, да, кто-то с родителями поделится, кто-то с друзьями, да, найдите, постарайтесь найти такого человека, хотя бы одного, чтобы, ну, понятно, этому человеку вы должны доверять на все 100. Постарайтесь выговориться хотя бы одному человеку. И не важно, что вы мужчина, и не важно, что подумают, скажут, да, какой вы. Да плевать, вы должны думать о своем здоровье. Нельзя копить вот эти негативные эмоции, боль, переживания, нельзя копить в себе. Потому что, ребятушки, это все выльется, ну, в настоящие вот соматические болезни, это в неврозы, это в психозы, очень много заболеваний, которые могут вылиться, все ваши вот эти вот зажатые, да, проблемы. Все, что вы копите внутри, все, что вы не выплескиваете, не высказываете, оно вас, ну, как ржавчина, оно вас будет изнутри разъедать. А потом реально, у кого-то это онкология, у кого-то инфаркты, инсульты, то есть это очень большие проблемы по здоровью, а оно вам нужно. Поэтому вы говоритесь, ну, хотя бы одному человеку, пусть это будет самый-самый такой близкий, у кого-то друг, у кого-то брат, у кого-то мама, может быть, да, у кого как проиграется. Поэтому не копите в себе ни в коем случае, не нужно, вы делаете только хуже себе. Смотрите, касательно вот личной жизни, да, вот у нас расклад, встретите ли вы свою любовь. На данный момент абсолютный вот штиль. Да, общение может быть с женщинами, у кого-то по интернету, у кого-то в жизни, разговоры, флирты, такие дружеско-приятельские отношения, да, однодневочек, девочек мы не берем во внимание, вы прекрасно знаете. Вот касательно серьезных отношений, я не вижу рядом женщины. Причем, знаете, у меня такое ощущение, что как будто вот женщины на какой-то период ушли вообще на второй план.
Опять же, у всех будет по-разному, да, кто-то еще не пережил расставание, у кого-то накопились те же самые вот проблемы с работой, там, с деньгами, еще какие-то, может быть, бытовые работы, вернее, проблемы. Поэтому как-то вот личная жизнь вообще отошла на задний план. Причем даже среди вас есть такие, которые, ну, как-то, знаете, про личную жизнь реально вообще не думают. Голова занята другим, голова занята, может быть, даже тем хаосом, да? А когда хаос в душе, ну, какая может быть личная жизнь? Здесь, опять же, у кого как проиграется. Давайте-ка смотреть, что же будет дальше в вашей личной жизни, да? Встретите ли вы свою любовь? Что же будет дальше? Ну, уже мне больше нравится карта. Так, смотрим, да? Мне так нравится, как вы любите, когда я про бобиков рассказываю, да? Кто меня смотрит, знает. Ну, юмор это святое. Без бобиков никуда. Итак, смотрите, в вашей жизни появится женщина. Это будет женщина среднего возраста. Опять же, к возрасту не привязываемся, потому что второе относительно и сроки, и возраст, да, точно плюс-минус я не буду так четко все говорить. У кого как проиграется, ну, приблизительно среднего возраста. Далее, женщина будет, ну, такая, знаете, с виду, она мне почему-то похожа на такую стальную леди, железную леди. Ну, она может быть холодновата внешне. Обычно таких женщин побаиваются, обычно таких женщин считают высокомерными, там в короне, да, вот такой эгоистичной. Это совершенно другая женщина, она абсолютно не такая. Она не такая. Ее такой сделала жизнь. В душе она очень светлая, она очень такой теплый, добрый человечек. Просто у нее внешность такая, знаете, вот не подходи, убью. Знаете, как на электрощитах там когда-то была эмблема череп с костями. Вот приблизительно у нас по улицам ходят некоторые такие женщины, как будто у них такая надпись на лбу написана. Не подходи, убью, да? Так вот, такая женщина– это человек, который пережил в своей жизни много страданий и переживаний. У нее вот очень четко проигрывается, что в ее жизни был мужчина, причем обеспеченный, статусный. Она довольно неплохо жила. Она, в принципе, жила в шоколаде. Вот у нее любовь, морковь была, все хорошо было. Пока не появилась вот новая женщина, и пока она не увела мужчину ее. То есть вот эта дама, которая у вас появится на жизненном вашем пути, она пережила, ну, такой довольно неприятный любовный треугольник, очень такой мерзкий, очень там подлая такая была ситуация. Мы не будем сейчас углубляться, у нас расклад не про это. Ну, то есть, если коротко, ее мужчину увели. Поэтому после того, что она пережила, вы понимаете, что это и нервы, это и психика, да, ну, то есть она в каком-то смысле с вами схожа, да, потому что люди, которые пережили разрывы, разводы, особенно которые пережили это любовные треугольники, но это глубоко травмированные люди. Когда ты любишь человека, да, а тебе нож в спину вставляют, ну, это, конечно, трэш. Итак, эта женщина на самом деле, как я уже сказала, она довольно неплохая. Вот просто она очень осторожничает. Она осторожничает со всеми. Не просто потому, что вот она такая-сякая, да, вот жизнь ее заставила. У нее много было таких не очень хороших моментов в жизни. Опять же, мы не будем туда углубляться. Ну, в общем-то, если коротко, ее жизнь закалила. Вот закалила. Хотя в душе, я не могу сказать, что она такая прям закаленная. В душе она осталась в чем-то даже наивной, в чем-то доверчивой, в чем-то даже такой, ну, добрячкой. Но внешность не подходи, убью. Так, далее, что это еще за женщина? Связана с передвижениями. Она может проиграться, либо же как-то работа связана с поездками. Может у нее быть своя машина, либо же она приезжая. То есть у нас здесь движение, перемещение, у кого как проиграется. Женщина, которая не ищет абсолютно
знакомств как таковых с мужчиной, да, вот бывают женщины, которые постоянно в поиске, да, вот она ходит и в толпе выискивает, с кем бы познакомиться, да, у нее прям на лбу написано хочу мужа, или ну возьми меня, да, вот как в сценке. Эта женщина абсолютно в себе уверена. Эта женщина довольно неплохо стоит на ногах, и она, ну никак она в активном поиске не была и не будет. Как правило, самодостаточные женщины, они не находятся в активном поиске. Ну вот как карта ляжет, попадется мужчина достойный, она его, ну как бы так, протестирует по-своему, да? Она подумает, стоит ли с ним связываться или нет. Тем более, если она пережила очень непростые времена со своим мужчиной, то она будет очень хорошо присматриваться. Смотрите, с этой женщиной вы пересечетесь. Опять же, я к месту не буду привязываться, да, потому что это общий расклад. Вы пересечетесь с ней, и опять же, она не из тех, которые будут бросаться к вам в объятия. Она будет с вами общаться, но это будет такое очень осторожное общение. Это будет общение, ну, скорее сначала такое больше по-дружески. Хоть она сама по себе, вот я вам скажу, она по темпераменту тоже такая активная, она живчик, она не будет сидеть на месте. Вот с такими женщинами, как правило, не соскучишься, потому что у них даже отдых активный. Она не будет лежать на пляже с книжечкой и загорать. Ей нужно постоянное движение. Ну, то есть она такая вот очень любопытная, очень подвижная, довольно коммуникабельная. Ну, вот единственное, что вот внешность такая очень неприступная. Мужчины часто побаиваются даже знакомиться, к сожалению, с такими женщинами. У вас будет, как я уже сказала, такой очень осторожный подход. Такие, вот знаете, и смех, и грех, честное слово. Два психологически травмированных человека очень осторожно будут сближаться, очень осторожно вы будете входить в отношения. Причем я еще вам скажу, что вы же еще ревнивец, вы еще тот ревнивец и собственник. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Я знаю, что недавно вот в каком-то видео вы мне писали, да, многие писали, что вы ревнивцы, но может быть еще добавились новые люди, которые смотрят это видео, да, кто еще не написал. Вы же еще такой человек, который, ну не дай бог, посмотрит кто-то на вашу женщину. Вот есть такой момент собственничества, да. Поэтому вы будете, знаете, вот как, ну я даже не знаю, как это назвать, как какой-то вот, ну не шпион, а, не знаю, детектив, что ли. Будете даже в какие-то моменты, ну, следить за этой женщиной. Я не могу сказать, что вы будете лазить у нее по телефонам, потому что это уже, конечно, последняя стадия, кто так делает. Это уже тотальное недоверие должно быть. Но вы будете даже вот когда идете вместе, допустим, будете очень так четко просекать, кто на нее смотрит, с кем она поздоровалась, как она себя ведет. Будете, может быть, там по времени просекать, засекать, куда она, во сколько ушла, пришла, то есть сопоставлять, анализировать. Но если коротко, вы будете сами себя накручивать и выносить мозг по поводу вот этой вот ревности, по поводу каких-то несуществующих ухажеров. Среди вас еще такие есть товарищи, которые могут себе, ну, такое нафантазировать. Вы себе можете придумать реально несуществующего соперника. Здесь может проиграться ситуация, когда вот вы будете идти, допустим, она с кем-то поздоровалась, а вы себе уже нафантазировали, что это ее какой-то там бойфренд. Поэтому держите как-то вот в узде, что ли, свою ревность. И, ребят, я понимаю, конечно, что это очень тяжело, но если вы чувствуете, что вы не очень доверяете женщине, ну какой смысл вступать в отношения, да? Может быть, вы еще не переболели, не отболели от прошлых ваших там терзаний, страданий, да, что вы еще всем женщинам не доверяете. Поэтому, если вы чувствуете, что ну вот никак, ну не доверяю и все, ну тогда вообще подождите.
Пусть вот эти все страсти внутри перекипят, перебурлят, и потом с новыми силами вы пойдете уже в новые отношения. Потому что здесь у некоторых может проиграться трэш. Здесь может проиграться ситуация, когда вы реально нарисуете себе какого-то несуществующего соперника. Отсюда вы можете устроить конфликт, скандал какой-то этой же женщине, да? Здесь такая ситуация может не очень приятная проиграться. Именно из-за... Ну, посмотрите, вы постоянно видите мужчин других, ну, вернее, будете видеть, да? Хотя, по сути, вы сейчас такой, вот просто, ну, нет такой дамы сердца, которая могла бы вас покорить. Почему вы будете так следить за ней? Смотрите, потому что вы в нее влюбитесь. Потому что вы прекрасно понимаете, что если мужчина не влюблен в женщину, ну какая ревность? А здесь у вас ёкнет. Вот давненько у вас не ёкало, а здесь, ну так сердечко затрепещет. Здесь проснется и Бобик ваш, здесь проснется ваш собственник, здесь все проснется. Какие это будут отношения? Давайте все-таки. Смотрите, если вы не будете делать ошибок, если вы не будете и самовыносом мозга заниматься, если вы не будете устраивать сцены ревности, у вас падает, в принципе, шикарная карта. Да? Вот вы император и ваша любимая женщина. У вас будет пара, у вас будет как раз ваша любовь, да? Она станет как раз вашей любимой женщиной. Хоть и не сразу, хоть это будет довольно постепенно, хоть и вы будете, как всегда, опасаться, переживать, ревновать, выносить мозг сами себе. Но главное, хотя бы делайте это дозированно. Иначе вы все разрушите, иначе будет трындец, ребята. Иначе вы можете потерять эту женщину, она не выдержит, и она просто сама уйдет. Потому что можно устроить на пустом месте такой скандал, да, вот устроить, ну, такую невыносимую жизнь своему партнеру, что просто, ну, этого уже не выдержишь. Я сейчас говорю о необоснованной такой чрезмерной ревности. Потому что вы ревнивцы, я это вижу, и плюс я помню ваши комментарии. Поэтому, ребят, в вашей жизни, конечно же, будет любовь. Вот у вас прекрасная женщина, с которой вы, да, две травмированные души, но вы будете сходиться постепенно. Вы не будете прыгать сразу в койку, вы не будете там ломать кровати и так далее. Поначалу, ребятушки, Бобик в движении будет, не переживайте, но это будет потом. Поэтому... Любовь будет, женщина будет, все у вас будет прекрасно, единственное, еще раз повторяю, угомоните свою ревность, работайте над собой. Кто не может сам над собой работать, ищите специалистов. У меня тоже, вы можете записаться на психологические расклады, помимо Таро раскладов я тоже делаю и психологические консультации. Поэтому вот как-то так. И сегодня у нас такой довольно интересный расклад получился, да, вот как-то все, ревность, собственничество, вот как-то давненько не было такого расклада, где, ну, такой трешняк получился. Вот женщина будет, да, но вы сами себя будете кушать, вы сами себя будете кушать мозг чайной ложечкой. Поэтому, ну, не занимайтесь самоедством, дабы не потерять эту прекрасную женщину, которая появится в вашей жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!